Не выходи из комнаты, не совершай ошибки. Привет, меня зовут Оля Вастикова. Сейчас я влезу в твою голову и расскажу, что ты думаешь, когда ты смотришь мои видео. Придется жить одному всю жизнь? Меня только мама с бабушкой любят. Единорога найти проще, чем девушку. Интересно, а у Вастиковой есть парень? Ставь палец вверх, если я прочитала твои мысли. Девушки коварные и иногда несут очень много урона. Например, ты встречаешься с девушкой много лет, а она только выносит тебе мозг и ничего хорошего тебе не говорит. Ты бросаешь ее, находишь новую работу, находишь новых друзей и становишься счастливым. И после этого ты думаешь, а нафига вообще нужны девушки? Некоторые девушки настолько омерзительны, что они впутывают доверчивых парней во всякие разные махинации. Знакомишься с девушкой Ирой, она говорит тебе, пойдем в кальянную, ты соглашаешься, вы приходите туда, а потом тебе выставляют огромный счет за кальян. И ты не ожидал, что такая будет огромная сумма. А в итоге девушка находится в доле с этой кальянной и получает с это денежку. В итоге девушка говорит тебе до свидания, и ты остаешься без денег. Я хочу оставить тебе ссылку на эту историю в описании своего ролика для того, чтобы ты был более внимательным. Сегодня я помогу тебе понять, достойная ли девушка, которую ты встретил, или нет. Топ-5 признаков. Первое. Ты не устаешь от девушки. Путевая девушка – это и любовница, и твой друг, и, возможно, мать твоих детей, если ты, конечно, этого захочешь, и ты проводишь с ней 24 часа в сутки или вместе, или удаленно. Здоров ли ты или болеешь? В растянутых трениках или в дорогом костюме Бриони? Босс ли ты в Москва-Сити или просто продаешь в магазине водку людям? Девушка примет тебя любого. С приятной девушкой после конфетно-букетного периода просто кайфово побыть рядом. Тебе не нужно постоянно, каждые 5 минут фонтанировать или, например, шутить как Поперечный. Только не советую шутить, как у Поперечного в стендапе про то, как он бреет яйца. Кстати, ставь палец вверх или пиши мне в комментариях, если ты понял, про какой стендап я говорю. Умная девушка просто наслаждается от того, что ее любимый человек находится рядом с ней. И ты, наверное, сейчас скажешь, что, блин, таких девушек не осталось. Осталось. Просто их действительно мало, и их нужно увидеть. Чаще взгляд парней распространяется на каких-то других девушек, которые им не подходят. Стерв, мерзот, которые хотят только денег. Но нужно просто правильно настроить свой фокус. Когда вы только начинаете встречаться с девушкой, то вы можете пробыть 5, 6, 7 часов вместе, и вы не хотите расставаться. Иногда бывают бурные свидания, но после которых ты понимаешь, что после 2 часов общения ты уже устал. Твой вариант – это девушка, с которой тебе приятно много часов находиться рядом. Второе. Ты каждый раз узнаешь ее с новой стороны, и ты приятно удивляешься, а не наоборот такой типа «Черт возьми, моя девушка маньяк». Она не обязательно видеоблогер или фитоняшка, у нее не обязательно 3-й размер груди, или она не обязательно обладает задницей с орех. Нет, она может быть обычной, милой девчонкой. Но по непонятным причинам каждый день ты открываешь ее с новой стороны и удивляешься, что там еще очень много чудес, и тебе очень нравится с ней общаться. С ней просто не скучно общаться, и ты понимаешь, что ты как будто находишься в каком-то дивном раю, и тебе там очень нравится. Ты чувствуешь, что ты там званый гость, и тебе там очень хорошо и кисульно. Еще я хочу поделиться с тобой цитатой от МакКонахи, которую я очень люблю, про себя самого, и что вообще изначально я всегда тебе говорю, нужно думать про себя самого и воспитывать себя. Следи за моим садом, вот мое правило. Ухаживай за своими цветами и не гоняйся за бабочками. И когда ты будешь следить за своим садом, тогда бабочки сами сядут тебе на плечо. У классной девушки нет тайн, которые она прячет от тебя. Да, у нас у всех есть тайны, о которых даже маме стоит не рассказывать, но эти тайны лучше действительно держать в себе и никому их не рассказывать. Но у классной девушки нет тайн, которые она будет скрывать от тебя, которые связаны с тобой. Девушка не будет сидеть в социальных сетях под твоим логином и паролем для того, чтобы прочитать все переписки. В тайны друг друга лучше не вторгаться. Иногда можно прочитать переписку так, что ты будешь не в контексте, и ты просто сам себе что-то надумаешь и расстроишься. У каждого человека должно быть свое личное пространство. И если, например, тебе захочется побыть одному, а это крайне важно в жизни, иногда просто побыть одному, накопить энергию и дальше отдавать ее в мир. Так вот, если ты захотел побыть одному, и девушка дает тебе такое право, она, например, уходит встречаться с подружками или просто посидит дома, почитает книжку или посмотрит фильм, эта девушка прекрасная, потому что она понимает, что у тебя есть личное пространство и тебе необходимо время, чтобы побыть с собой. Здорово, когда девушка может тебе доверять, а если ты через какое-то время понимаешь, что у нее 3 детей, ипотека и куча кредитов, это печально.
Четвертое. Девушка изначально личность. И вы встретились с ней, когда она была отдельной, когда она была личностью. И нету этого дурацкого понятия про половинки. Человек всегда целый, он один. И он, если, будучи целым, готов разделять свою жизнь с другим человеком, таким же целым, то тогда у вас все будет очень круто. Ты начинаешь понимать, что с какого-то момента вы с ней становитесь как будто единый организм. Это, конечно, непонятно происходит. Вроде у нее есть свои руки, свои волосы, свой нос, но тем не менее ты чувствуешь, как будто вы едины, и вы вместе открываете этот мир. Девушка — это как продолжение тебя, и ты смотришь в нее как в свое зеркало. Пятое. Она готова к испытаниям с тобой. Вы вместе будете собирать шкафы из Икеа, собирать кровати, вы вместе будете болеть, ты будешь держать ей волосы, когда ей будет плохо, вы будете, кто-то из вас, терять работу, близких. В общем, очень много всякой беды может случиться. Может быть, ты какую-то игрулю, например, хотел установить, а она не устанавливается. Или ты какую-то игрулю очень долго ждал, а она оказалась отстоем. Грустно все это, а она поддержит. Она выдержит все, несмотря ни на что. Ты увидишь это в поведении, в том, как она разговаривает. И когда ты это осознаешь, то ты поймешь, что вокруг творится какое-то волшебство. Ради таких девушек люди выживали в концлагерях, потому что они думали, что их кто-то ждет, что у него прекрасная жена, с которой хочется встретиться. И это была цель его жизни – выжить в концлагере, потому что потом он встретит любимую женщину. Есть еще другие, более банальные факты, по которым ты поймешь, достойна эта девушка или нет. Например, отношения в семье. Например, любит ли она папу, как она к нему относится. Как она относится к папе, так, скорее всего, она будет относиться к тебе. Работает ли девушка или привыкла жить за чужой счет, например, за счет тебя. Отношение к бывшему тоже очень важно. Если она считает его скотиной, она будет считать скотиной и тебя. Схожи ли ваши планы на жизнь? Например, ты, может быть, скряга, ты экономишь каждую копеечку, она, например, растрачивает все деньги, которые ей дали. В будущем это будет большая проблема. Как она ведет себя или вела, например, по своим историям, в момент, когда происходят ссоры? Хочется тебе сказать, что мы сами выбираем себе себя самих. То, как мы проснемся, с каким настроением, человека, с которым мы проснемся, все зависит от нас. Скука – это тоже твой выбор. Если, например, твои друзья или девушка про тебя забыли, это тоже твой выбор, потому что ты выбрал таких людей рядом с собой. Ты сможешь, я в тебя верю. Как я уже сказала, хорошие девушки есть. Их, правда, очень мало, их нужно рассмотреть. Иногда нужно больше пообщаться для того, чтобы понять, что девушка, правда, классная. А еще напомню, что я такая одна, которая помогает тебе посмотреть, что происходит в женской голове. А еще напиши мне в комментариях, любишь ли ты девушек, которые курят кальяны. Или сам, например, куришь ли ты кальян. Я вот лично терпеть не могу ни кальяны, ни девушек, которые сосут этот дым. Я напомню, что я продолжаю проводить свои консультации. Если у тебя есть какой-то вопрос, то пиши мне его на почту alkovastik@yandex.ru. Я надеюсь, что это видео было для тебя полезным, ты узнал что-то новое, поднял свое настроение. Помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой. Сделай мне комплимент, поставь палец вверх этому видео, подпишись на мой канал, а также нажми на колокольчик для того, чтобы он звенел, когда будут выходить мои новые выпуски. А с тобой была я, Оля Вастикова. Классных женщин тебе. Пока-пока.